Всем привет! Сегодня мы с вами будем вязать тапочки греческие. И что нам для этого нужно? У меня вот, если сложить их, это будет моточек пряжи. Сантиметр мы померяем с вами, у кого сколько получилось, итоговый размер. Ножницы цветными карандашами, это я вам буду рисовать схему. Да, я вяжу крючком номер 7. Маленький крючок убирать хвостики. Ну и на всякий случай ручка. Вам тоже советую взять блокнотик с ручкой и записывать даже для себя, либо рисовать схему, чтобы вторую подошву, да, не пересматривать видео вязать, либо писать непосредственно, сколько вы связали петелек. Хотя письменное описание, это я вам все дам. Итак, начнем мы вязать с левой подошвы. Если у вас моточек пряжи, то начинаем. Не берите из центра, она внутри сильно закручена, и в итоге нить вся перекручена, да, и, возможно, повиснет тапочек по этой причине. Лучше взять скрабушку. Вот, Наталья себе махнула я. Итак, мы начинаем с вами первый ряд. Петелька. Я просто заворачиваю краюшек сверху вниз и в отверстие протягиваю ниточку. Да, все очень просто. Заворачиваю, захватываю и протягиваю. Вот у меня как получилась петелька. Набираем мы с вами 16 воздушных петель плюс 2 петли подъема. Вот мы набрали 16 петелек и еще 2 воздушные петли, которые будут петлями подъема. Смотрите, мы с вами вязать тапочек, чтобы у нас не было в центре отверстий и никакого лишнего дополнительного шва не делать, его не скреплять. Мы будем с вами вязать за заднюю перемычку. Вот если вы косичку перевернете, да, по центру, вот они посередочке перемычки. Если убрать ниточки, у нас первые самые 2 перемычки это от 2 петель подъема. Вязать мы с вами начинаем в 3-ю перемычку. То есть раз, два, в 3-ю перемычку мы начинаем с вами вязать 9 столбиков без накида. Раз. Прямо за перемычечку. Если мы посмотрим, у нас с вами косичка получается с 2 сторон. И сверху, и снизу. Мы набрали с вами 9 столбиков без накида. Далее мы вяжем 6 полустолбиков с накидом. То есть делаем накид, достаем петельку и провязываем 3 вместе. Это полустолбик с накидом. Их вяжем 6. Один связали. Второй, 3, 4, 5 и 6. 6 полустолбиков с накидом. У нас с вами осталась последняя крайняя петелька. Если вы хорошо затянете узелочек, вы ее ни с чем, сердечко, не перепутаете. В эту одну петельку мы с вами свяжем 5 петель, но в следующем порядке. Мы вяжем первое полустолбик с накидом. И еще момент, да, мы вяжем не за перемычку, а уже непосредственно поверните к себе петлю лицом и начинаем мы вот за заднюю стеночку. 1,
полустолбик с накидом, следующий столбик с накидом полноценный, да, то есть мы провязываем и с накидом, и 2 оставшиеся петли. Третий опять полустолбик. И четвертый, пятый также полустолбики. У нас получается, мы вяжем в центр 5 петель, из которых второй будет полноценный столбик с накидом. Да? Из 5 мы вяжем 1 полустолбик с накидом, 1 столбик с накидом и 3 полустолбика с накидом. Далее мы вяжем 6 полустолбиков с накидом. Смотрите, у нас вот она, первый петелька, в котором мы должны с вами вязать. Вот она, по центру косичка. Вот это и будет первая петля. Не пропускайте ее, да, не вот это полноценное сердечко, которое, а вот это первой петелькой у нас считается. Вяжем 6 полустолбиков с накидом. Цепляем оба сердечка. Можно цеплять только заднюю стеночку, да, можете попробовать на второй подошве цеплять только за заднюю стеночку, и у вас посередочке получится косичка. Мы провязали 1, 2, 3, 4, 5, 6 полустолбиков с накидом. Заканчиваем мы первый ряд 9 столбиками без накида. Если вы все связали правильно, мы должны подойти вот к нашим 2 петлям подъема. Да, все должно получиться, а петелька напротив петли. И заканчиваем мы первый ряд в вот эти вот под 2 петли подъема. Тут отлично есть отверстие, прям вяжем 3 столбика без накида. У нас получился вот такой заворот у пяточки. В сами 2 петельки подъема мы вяжем 3 столбика без накида. Первый ряд у нас с вами закончен. Мы с вами начинаем второй ряд. Мы вяжем 9 столбиков без накида. Далее вяжем 6 столбиков с накидом. В следующие 2 петли вяжем по 3 столбика с накидом. В следующую петлю вяжем 1 полустолбик с накидом и 1 столбик без накида в эту же петельку. В следующую петельку вяжем 2 столбика без накида. В следующую 1 столбик без накида. В следующую 1 полустолбик с накидом. Дальше 5 столбиков с накидом. В следующую петлю мы вяжем 1 полустолбик с накидом и 1 столбик без накида. Далее вяжем 8 столбиков без накида. В
Заканчиваем мы ряд по 2 столбика без накида в каждую из 3 центральных петель на пяточке. Наш с вами второй ряд готов. Третий ряд мы вяжем 8 столбиков без накида. Ой. Девятый и 10 столбики вяжем вместе. 9, 10 и 3 провязываем вместе. Далее вяжем 8 столбиков без накида. Следующие 2 петельки мы вяжем по 2 столбика без накида. То есть мы с вами весь ряд вяжем столбиками без накида. Провязали по 2 столбика без накида. Далее вяжем 6 столбиков без накида. И крайнее прибавление у нас следующее вяжем 2 столбика без накида. 1, 2. Мы с вами сделали мысочек. Далее вяжем 16 столбиков без накида. Следующую петельку мы делаем соединительный столбик. То есть мы достаем ниточку и сразу ее протягиваем через петельку. Третий ряд у нас с вами закончен. Обрезаем ниточку, достаем ее и заправляем следующим образом. Вот у нас есть петелька, из которой мы провязали крайнюю соединительную петлю. Есть следующая петля. И вот через одну петлю крючок вводим не сверху, а снизу. Под петлю с изнанки на лицо получается. Захватываем ниточку, протягиваем ее насквозь, переворачиваем подошву. И вот у нас сердечко откуда вышло, эта ниточка, это наша, да? Также изнутри заводим крючок, захватываем нашу ниточку и заводим, протягиваем ее. Получается, у нас откуда вышла ниточка, туда она и зашла.
здесь вот я возьму крючок поменьше, чтобы чуть-чуть заправить нитку. Совсем много не надо, она никуда не денется. У нас с вами вышла ровная пяточка. Где начало, где конец, не поймешь. Мы с вами закончили левую подошву. И мы ее с вами отпарим. И сейчас я вам покажу, как я ее отпариваю. У меня есть обычное махровое полотенце. Утюг включен на максимум пара. Чуть-чуть расправляю ее руками. Положила. Накрыла. И прям с усилием отпаривайте, чтобы прям мысочек, пяточка, вся она хорошо пропарилась. Мы достаем, она у нас уже ровная. И теперь, пока она горяченькая, аккуратно придаем форму. Расправляем, делаем более округлый перед. Да, прям не бойтесь, растягиваете ее, распрямляете. И вот у нас с вами получилось. Тут близко левая подошва. Когда вы уже сделали форму, да, мы ее переворачиваем, закрываем и еще раз хорошенечко отпариваем уже с изнаночной стороны. И уже нашу подошву не трогаем, а оставляем, чтобы она остыла и зафиксировалась. Приступаем к вязанию правой подошвы. Так, делаем первую петельку. И набираем 16 воздушных петель плюс 2 петли подъема. Вязать с вами начинаем первый ряд также за задние перемычки. То есть вот раз, 2 перемычки пропускаем, начинаем вязать в третью. Вяжем 9 столбиков без накида. Далее вяжем 6 полустолбиков с накидом и 3 вместе. У нас с вами осталась одна петля. В нее мы вяжем 3 полустолбика с накидом, 1 столбик с накидом и еще 1 полустолбик. Вяжем 3 полустолбика. 1, 2,
3. 1 столбик с накидом, провязываем 2 вместе, еще 2 и еще 1 полустолбик. То есть мы всего провязали 5 петелек. Далее вяжем в каждую петлю 6 столбиков, точнее 6 полустолбиков с накидом. Начинаем вывод на первая петелька наша. Вот накид и прям в нее. Раз, два, провязали 6 полустолбиков с накидом. Далее вяжем 9 столбиков без накида. И заканчиваем наш ряд 2 столбиками в 2 петли подъема. Вот прям подобие петли. Заводим крючок, провязываем 3 столбика без накида. Раз, два, 3. Начинаем с вами вязать второй ряд. Вяжем 8 столбиков без накида. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8 столбиков без накида. Далее 1 полустолбик с накидом. Далее 5 столбиков с накидом. Далее 1 полустолбик. В следующую петлю мы вяжем 1 полустолбик с накидом и 1 столбик без накида. То есть 1 полустолбик и в эту же петлю столбик без накида. В следующую петельку вяжем 2 столбика без накида. Раз, 2. В следующую петлю вяжем 1 столбик без накида и 1 полустолбик с накидом. В следующие 2 петли мы вяжем по 3 столбика с накидом. Ой. Далее мы вяжем 6 столбиков с накидом.
Далее 9 столбиков без накида. И в центральные наши 3 петли по 2 столбика без накида. У нас круглая пяточка с вами получилась. Мы с вами закончили второй ряд. Начинаем с вами вязать третий ряд. Третий ряд у нас с вами состоит полностью только из столбиков без накида. Итак, начинаем мы с 16 столбиков без накида. Далее вяжем 2 столбика без накида в одну петлю. Раз, в эту же второй. Далее 5 столбиков без накида. Следующие 2 петли мы вяжем по 2 столбика без накида. Раз, два в одну петлю, раз, два во вторую петлю. Дальше мы вяжем 8 столбиков без накида. И последняя наша прибавочка, не прибавочка, а убавочка. Мы следующие 2 петли вяжем вместе. Одна, вторая, вместе. И заканчиваем мы 9 столбиками без накида. Следующую петельку мы делаем соединительный и обрезаем ниточку. Вытаскиваем ее и опять просовываем через одну петлю, откуда у нас вышло, одну пропускаем и вот в следующую снизу насквозь сердечко просовываем, захватываем ниточку. Также, если вот она, откуда у нас она вышла, вводим крючок обратно.
И здесь маленьким крючочком у нас с вами получилась ровная пяточка. Подошвочку мы с вами также отпариваем. Итого у нас с вами получились вот такие две подошвы, правая и левая. Если мы связали с вами правильно, у нас в каждой подошве будет по 50 петель, то есть по 50 сердечек. Мы с вами вяжем 2 правые и 2 левые подошвы. Итак, мы с вами связали 2 правые и 2 левые подошвы. Да, у меня вот 2 правые лежат. Смотрите такой момент. Если у вас в вязании получилось, сейчас для фокусировки уберем, получилось вот это начальное отверстие очень большое, затянуть его очень легко. Вы ваш хвостик распускаете, прям не бойтесь. Да, вот еще раз. Получается 2 узелка, раз и второй раз. Распустили, и вот она. И затягиваете его, хоп, и у вас это отверстие полностью затянется. Ниточку просто заправьте под петельками, вот вдоль бороздки. Они никуда не распустятся, да, ничто не вылезет и ничего не случится. По этому поводу можете не переживать, но зато не будет никаких отверстий. Итак, смотрите, у нас с вами будет одна нижняя подошва, одна верхняя. У нижней подошвы, вот у меня хвостики убраны, точнее, это будет верхняя подошва. У верхней подошвы мы все хвостики оставляем на изнаночной стороне. А у нижней подошвы, чтобы они у нас здесь нигде видны не были, мы их просто заводим на лицевую сторону все. Чтобы она была у нас внутри. Все эти ниточки, точнее, были. Ой. И чуть-чуть мы прям через пару петелек пропустим. И лишние конечки отрежем. Смотрите, мы сшиваем подошву следующим образом. Крючок в любое место, да, вот, ну вот я держу с этой стороны. Начинать можно с любой петли, потому что это будет круговое вязание. И где начало, где конец, видно не будет. Заводим крючок за верхнюю подошву и за нижнюю подошву за наши сердечки. Я начну вязать обвязку другим цветом, чтобы вам было видно. Захватываем нить и протягиваем ее наверх. Вот у нас, да, получилось. В следующие 2 петельки также вводим крючок, захватываем ниточку и вытягиваем наверх. У нас получилось 2 петельки. И просовываем одну через другую. То есть делаем соединительный столбик. Мы всю подошву обвязываем с вами соединительными столбиками. В следующую вводим крючок, захватываем нить, достаем и сразу протягиваем. Вот этот хвостик не заправляйте, его оставьте, он нам еще пригодится. Так мы вяжем с вами всю подошву по кругу.
достаем ее. Вот, да, у нас с вами связаны все петельки. И обрезаем ниточку. Дальше достаем петельку. Я возьму крючок потоньше. Вот у нас наша подошва. Мы крючок заводим за, вот оно, верхнее сердечко, первое, да, которым сшивали. Захватываем ниточку и протягиваем ее насквозь. Далее, вот откуда у нас крайняя петелька, где заканчивается, вводим крючок под одно сердечко, под второе сердечко и в центр петельки, из которой наша ниточка вышла. Захватываем ниточку и просовываем ее на изнаночную сторону. Вот подзатягиваем, чтобы у нас получились ровные сердечки. Вот, да, где начало, где конец у нашей подошвы не найти. Здесь делаем просто один узелочек, делаю покороче хвостики и просто убираю их между двух подошв. Поверьте, они у вас никогда не разойдутся, не развяжутся и никуда не денутся. Поэтому городить там кучу узелков или еще чего-то нет необходимости. Вот у вас получилось сшитая подошва. По необходимости, если еще вдруг сборится, да, вы можете ее еще раз уже сшитую с двух сторон хорошенечко отпарить.